Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики, с вами команда Юпитер Стар и я Валентин Бахвалов. Сегодня мы поговорим о порядке внесения изменений в ЕГРН после перепланировки. Как и зачем вносить изменения и что делать покупателям квартир с неузаконенной перепланировкой. Перепланировка – распространенный способ улучшения жилищных условий. Но не все знают, что сведения о некоторых изменениях обязательно нужно вносить в единый государственный реестр недвижимости. Итак, что же это за сведения и какова их процедура внесения в реестр? Перепланировка – это изменение конфигурации квартиры путем переноса или устранения стенных перегородок, создания новых дверных проемов и переноса существующих. Переустройство – это манипуляция с инженерными сетями, санитарно-техническим, электрическим или другим оборудованием, например, перенос санузла, газовых, нагревательных приборов, устройство индивидуальных систем отопления, замена газовой плиты на электрическую. Изменения в квартире могут произойти при слиянии двух или нескольких квартир в одну, при разделении одной квартиры на несколько и при соединении к квартире общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме. В результате перепланировки квартиры часто происходит изменение основных характеристик объекта недвижимости. Например, в связи с переносом, устранением и возведением новых стенных перегородок может поменяться общая площадь квартиры как в меньшую, так и в большую сторону. Если общая площадь квартиры увеличится, возрастет ее кадастровая и рыночная стоимость и, соответственно, налог на недвижимое имущество. Такая перепланировка повлечет изменения содержащихся в ЕГРН графических сведений о помещении, плана помещения. Выписка из ЕГРН содержит информацию об основных характеристиках объекта, сведения о лицах, у которых есть права на объект, о кадастровой стоимости, обременениях, подтверждает право собственности на недвижимое имущество. Она нужна, например, при продаже квартиры и получении наследства. Если в реестре будут содержаться данные до перепланировки, противоречия между сведениями, содержащимися в предоставленных на регистрацию документах, например, о площади квартиры в договоре купли-продажи, и сведений в ЕГРН будет являться основанием для приостановления регистрационных действий. Итак, каков же порядок действий? После того, как ремонтные работы завершены, собственнику необходимо получить заключение от органа, который согласовал объект, акт приемочной комиссии о завершении перепланировки, договор подряда с кадастровым инженером, технический план квартиры по результатам перепланировки. После этого необходимо предоставить в Росреестр технический план с заявлением о внесении сведений в ЕГРН по результатам произведенной перепланировки, переустройства либо реконструкции квартиры. Оно может быть подано собственником квартиры или его представителем при наличии нотариально заверенной доверенности. Заявление и техплан можно подать в Росреестр в бумажном виде при личном обращении, в само ведомство или через МФЦ, почтовым отправлением, а также в электронном виде, например, через сайт Росреестра или портал госуслуг. Если заявителю в ближайшее время нужна выписка из ЕГРН с новыми параметрами недвижимости, об этом нужно указать в заявлении, там есть соответствующий пункт. Росреестр в течение 5 рабочих дней или 7 рабочих дней, если подавали через МФЦ, вносит в ЕГРН уточненные сведения об объекте недвижимости и, если требовалось, отправляет собственнику выписку из реестра. Если этот пункт не был отмечен изначально, собственник может потом самостоятельно получить выписку из ЕГРН с обновленными данными о жилом помещении. Сделать это можно с помощью электронных сервисов на сайте Росреестра, на сайте ведомственного ФГБУ ФПК Росреестра, на портале госуслуг, а также в офисах МФЦ. Какие же риски покупателя? Информация о перепланировке обязательно должна быть внесена в выписку из ЕГРН, иначе не избежать сложностей с продажей недвижимости, дарением, передачей по наследству. Покупая квартиру с неузаконенной перепланировкой, покупатель берет на себя все риски, связанные с дальнейшими требованиями привести квартиру в первоначальное состояние. А как вы понимаете, это очень затратный и физически не всегда реализуемый процесс. Поэтому, как правило, сведения о перепланировках тщательно проверяются перед сделкой. Неузаконенная и незадокументированная перепланировка, скорее всего, будет поводом отказа от сделки или как минимум для пересмотра стоимости. Квартиру с неузаконенной перепланировкой стоит покупать только с существенной скидкой. В договоре имеет смысл прописать ответственность продавца за наступление в будущем последствий из-за неузаконенной перепланировки. Если перепланировка узаконена, важно сверить фактическое состояние квартиры с зарегистрированным техническим планом, чтобы удостовериться, что информация в ЕГРН актуальна.
В целом с такой покупкой лучше не связываться, и в любом случае покупателю стоит тщательно взвесить все за и против и заранее убедиться, что финансовая выгода от сделки покрывает в том числе и расходы на обратную перепланировку. Делитесь в комментариях своим опытом по данному вопросу. До встречи в новых видео. С вами была команда Юпитер Стар и я, Валентин Бахвалов. Юпитер Стар.